Добрый вечер. Я в вашем распоряжении. Вначале только хотел бы сказать, что мы благодарны руководству Кыргызстана за организацию этой работы и за весь год, на протяжении которого Кыргызстан возглавлял ОДКБ, проводил мероприятия различные, и, безусловно, это способствовало укреплению организации, на мой взгляд, в современных неспокойных условиях, прямо скажем. Это важный элемент стабильности на всем нашем общем пространстве. И для России это важно, и для многих стран ОДКБ представляет большое значение. Нам все без особых сложностей согласовали все предлагаемые секретариатом решения, все подписано, как вы знаете. Практически споров не возникло ни по одному направлению. Все отдают себе отчет, что в современных условиях надо плотнее работать друг с другом. Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран. Ну и много других направлений работы. Ну, сейчас, наверное, об этом еще поговорим. Работа сложилась, практически она идет по этим важнейшим направлениям. И в целом мы, во-первых, констатируем результат, он есть. Вот. А во-вторых, вижу и хорошие перспективы развития нашего сотрудничества в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Как вы знаете, Россия возглавляет теперь ОДКБ. На протяжении года мы будем это делать. Наши приоритеты председательства я изложил в ходе расширенного заседания. Думаю, что вам это известно. Вряд ли есть необходимость все это повторять. Но в целом мы высоко оцениваем результаты этой работы совместные. Спасибо. Если они наверняка не есть вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить. Да, здравствуйте, агентство «Интерфакс». Ну вот вопрос как раз о приоритетах. У нас вот мы председательствуем, и лозунг — это коллективная безопасность в многополярном мире. Почему такой был у нас девиз, будет девиз в рамках председательства, может быть, чуть-чуть пошире, о приоритетах именно наших, когда мы будем председательствовать. И второй вопрос тоже касается коллективной безопасности. Премьер Пашинян вновь отказался приехать на саммит. В то же время Армения устраивает совместное учение с США. И вопрос стоит в том, не является это угрозой для единства в рамках коллективной безопасности в ОДКБ. Спасибо. Ну, приоритеты, повторяю, были обозначены мной в ходе расширенного заседания. Это было открыто. Вы, наверное, там присутствовали. Во всяком случае, многие из вас все это слышали. Приоритетов много. Это совершенствование нашего взаимодействия. Это сопоставление возможностей оборонно-промышленных секторов стран. Еще со времен Советского Союза известно, кооперация очень глубокая была. Мы предоставляем льготные условия для приобретения наших вооружений и техники для стран ОДКБ. Все это работает достаточно эффективно. Да, понятно, что все ясно в условиях проведения специальной военной операции. По каким-то компонентам у нас возможности сейчас не так велики, потому что, то есть они велики, но мы должны удовлетворять свои потребности. По отдельным направлениям мы полностью это делаем, полностью. Я не считаю, что наши производственные мощности переразмерены, но все-таки мы не только удовлетворяем свои, но и даже на экспорт поставляем до сих пор, кстати говоря. Это касается прежде всего авиационной техники, и самолетов, и вертолетов. Ну и теперь, разумеется, мы очень многое сделали. Просто, я полагаю, можно сказать, это революция для нас в области беспилотной техники и беспилотных летательных аппаратов БПЛА. Всем этим мы готовы делиться с нашими партнерами. Другим направлением совместной работы является совершенствование работы органов управления ОДКБ. Ну, это такая бюрократическая работа, но все-таки это важно, имея в виду, что каждая страна заинтересована в минимизации расходов и повышении эффективности взаимодействия. Будем, как и дальше, как и делали раньше, вернее,
будем дальше проводить соответствующие учения совместные по всем направлениям. Это касается не только сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается работы по линии специальных служб. Никуда не ушла, к сожалению, наркоугроза, организованная преступность. Все это будет в поле нашего зрения, и мы намерены все, что было сделано нашими коллегами из Кыргызстана, продолжить, я об этом сказал, преемственность будет полная, целиком. Уверен, что это пойдет на пользу каждому из государств-участников ОДКБ. Что касается позиции этого самого Армении, да, то она тоже, эта позиция хорошо известна. Она заключается в том, как нам говорят наши армянские коллеги, они говорят, что мы поддерживаем все решения, которые принимаются ОДКБ. Мы считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе мы воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации. Ну что, это их выбор, поэтому если они считают возможным так работать пока, ну хорошо, мы согласны. Поскольку они являются членами организации, мы с ними в контакте находимся в России. И мы, как государство, которое возглавило сейчас работу в рамках ОДКБ, конечно, будем находиться в постоянном контакте и с ними, как с членами этой организации. И разумеется, решения, которые мы будем готовить по каждому из приоритетов, мы будем и с ними прорабатывать и согласовывать. Пожалуйста, что еще? Владимир Владимирович, Леонид Китрер, «Мецизвестия». Вопрос про двусторонние отношения с Киргизией. У нас достаточно много проектов, в том числе в сфере энергетики. И в этом году Росатом заявлял, что готов построить здесь, в стране, атомную станцию малой мощности. Обсуждалось ли это? Есть ли какие-то конкретные цифры? И какие вы вообще видите самые перспективные направления в двусторонних отношениях? И здесь же один маленький нюанс. Не так давно были проблемы с пересечением грузов между Казахстаном и Россией. Есть ли такие проблемы здесь? Да. Ну, начну с двухстороннего сотрудничества. Я благодарен президенту Кыргызстана за его приглашение посетить Кыргызстан с визитом высокого такого дипломатического ранга, за оказанное внимание всей нашей делегации. Хочу отметить то, что мы говорили при встрече с представителями СМИ после окончания визита. Действительно, отношения развиваются весьма позитивно. Наши инвесторы все активнее и активнее работают на рынке Кыргызстана. Почему это становится возможным? Я уже так вскользь упоминал, но это очень важно. Происходит это в том числе и потому, что действующему руководству Кыргызстана удается обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию. А это всегда очень важно для потенциальных инвесторов, потому что все надеются на то, что обязательства, которые берет страна-реципиент этих инвестиций, обеспечит надежное исполнение всех договоренностей. Вот это один из самых принципиальных вопросов. Кыргызскому руководству удается это делать. Мы желаем всяческих успехов на этом поприще, на поприще укрепления внутриполитической ситуации. И всячески, конечно, и как стране, члену Евразес и члену ОДКБ, конечно, будем в этом содействовать и помогать. Отношения развиваются у нас по очень многим, кроме инвестиционного направления, линиям. Но это и добывающая отрасль, это и энергетика. Я напомню, что Кыргызстан получает все наши ресурсы по минимальным ценам и без взимания соответствующих вывозных таможенных пошлин. Конечно, это делает наши товары на рынке Кыргызстана очень конкурентоспособными, мягко говоря, и является хорошим подспорьем для экономики Кыргызстана. Но это и нефть, и газ, но этим мы не ограничиваемся. У нас есть вот в планах возможное строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню еще раз, Россия единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. Многие говорят о том, что готовы были бы это делать, но делаем пока только мы.
И если Кыргызстан примет такое решение, здесь наши коллеги ВКонтакте друг с другом находятся, мы реализуем эти проекты. Вот. Теперь по поводу, да, но и высокотехнологичные сферы тоже у нас развиваются в ходе двустороннего взаимодействия. Я хочу обратить внимание, что компания Яндекс у нас работает здесь и работает все активнее и активнее. Надеюсь, так и будет продолжаться, имея в виду, что Яндекс у нас не только занимается там доставкой продуктов питания, перевозками и такси. Яндекс у нас активно занимается развитием искусственного интеллекта. Это чрезвычайно важное и перспективное направление для всех нас. И да, Кыргызстан небольшая страна, но здесь образованная часть общества есть, очень с хорошими перспективами, молодые люди с хорошим образованием. И это важно, нам создавать единое пространство в этой чрезвычайно перспективной области. И мы, разумеется, будем работать и здесь. Но и для нас, и для Кыргызстана очень важно все делать для того, чтобы и в области миграционной политики здесь, и в России все было бы надежно и с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан и нашей экономики, но и с тем, чтобы и граждане Кыргызстана, которые приезжают, были бы готовы к этому, в том числе и гуманитарно готовы, имея в виду прежде всего их знание русского языка, начиная с малого возраста, со школьного возраста и дальше. В этой связи, как вы знаете тоже, мы развиваем, помогаем кыргызскому руководству развивать изучение русского языка. Здесь и школы будем открывать, и в области высшего образования будем работать. В общем, очень большой пласт совместной работы. В Кыргызстане, как вы знаете, русский язык на законодательном уровне имеет статус официального, мы это очень ценим. И вот по всем этим направлениям будем трудиться дальше. Да, значит, по поводу грузов. Да, действительно, такая проблема возникла. С чем она возникла? С тем, что, не буду скрывать, по моему поручению таможенный комитет и в рамках Евразес наши таможенные органы имеют право на такие действия, начал организовывать такую выборочную проверку на дорогах, скажем так. Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество вот этих грузовиков, как вы сказали, фур, пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще. Да, у нас общее таможенное пространство, общий рынок, свободное движение капиталов и товаров, но каждый такой большой груз, каждая такая фура должна иметь определенный, обговоренный между нами, между государствами набор документов. Их не так уж и много, но они должны быть. Это должна быть бумага, документ о том, что находится в этой фуре, и как минимум должно быть понятно, в адрес какого получателя двигается этот товар. И с первого документа ясно, какую таможенную стоимость, какой таможенный сбор должен заплатить тот, кто пересекает с этим товаром нашу границу. И кто должен заплатить НДС при получении этого товара. Ну вот, как только начали проверки на дорогах, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Черный просто импорт. И, уж простите за моветон, прет просто на нашу таможенную территорию. И Российская Федерация недополучает, я не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет. Я, разумеется, проинформировал своих коллег. Мы разговаривали на эту тему и с президентом Казахстана, с Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым. Он все понял, у него нет никаких вопросов и проблем. Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы вот это большое количество грузовиков, которые скопились на нашей границе, на территории Казахстана, чтобы они начали движение в Российскую Федерацию. Между собой таможенные органы наши договорились, что будет заявлено
стоимость этих товаров, которые переводятся, указан конечный получатель. И мы постепенно пропустим эти грузовики, очереди не будет. Пускай это будет, да, это будет фактически почти в рамках зеленого коридора по минимальной стоимости, но хоть что-нибудь пусть заплатят для начала. А уже со следующего года наша таможня при выборочной проверке будет требовать наличия всех необходимых документов. Если их не будет, тогда мы назад их отправлять не будем. Я думаю, что таможни между собой договорятся, вплоть до конфискации, наверное. Понимаете, там же в фуре там все, от гвоздей до бриллиантов и этих самых, и до телевизоров. Да? Но пускай запишут хотя бы шнурки за 5 копеек, хотя бы что-то начнут платить. Пусть заявят конечного получателя, чтобы мы и НДС могли получить, пускай небольшой, но просто нужно навести порядок. Там уже 1000 фур прошло, я думаю, что до конца года никакой очереди там не будет. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Павел Зарубин, телеканал «Россия». Главная мировая тема всех последних дней – это мирный план Трампа. И у нас, конечно, очень много вопросов к вам. Вот насколько тот проект, который был опубликован изначально, неофициально учитывает нашу позицию? Получили ли мы измененную уже версию документа после переговоров США и Украины? Когда, соответственно, начнутся российско-американские переговоры, которые, как мы слышим, по поводу этого документа не велись и не ведутся? Когда к вам приедет Стив Уитков? И вот что сейчас, теперь вы думаете о перспективах мирного урегулирования? Спасибо. Значит, по поводу проекта договора. Но проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно. В целом, я уже говорил много раз на этот счет, мы перед моим визитом в США, перед визитом на Аляску обсуждали это с американскими переговорщиками. И после этого возник вот тот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов. И, как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились. После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. И они, я так понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на 4 составляющих отдельных. В целом, да, и нам это все было передано. В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Но было бы с моей стороны невежливо сейчас вот говорить о каких-то окончательных вариантах, но поскольку их нет. Некоторые вещи, они носят принципиальный характер, и в целом мы видим, что американская сторона учитывает в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык, потому что одно дело, в общем, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, правда? Никогда не собирались, но если они хотят услышать от нас, давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет. Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко, когда публично, или жулики какие-то, что-то они за это хотят получить, публично своему населению, своим гражданам говорят, что вот Россия готовится к нападению на Европу, и нам нужно немедленно укреплять, свой оборонный потенциал. То ли они обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний, то ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики, социальной сферы. Но трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения это полная чушь, это ложь прямая. Но тем не менее, если это раскручено в общественном сознании, если они напугали своих граждан, и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас в планах нет
никаких агрессивных нет планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно. Может быть, в этом и есть смысл, имея в виду, если мы хотим все вместе поговорить и обсудить, и какие-то точки расставить в вопросах общеевропейской безопасности. Ну, наверное, да, мы и сами это когда-то предлагали. Если наши западные, называем их опять, партнеры, хотят этого теперь, ну, пожалуйста, мы готовы. Ну, мы же с вами понимаем, это надо сесть и серьезно обсуждать. Каждое слово имеет значение. Или, например, в одном из документов упоминается о том, что мы должны решить вопрос стратегической стабильности вместе с нашими американскими партнерами. Ну, ради бога, разве мы против? Мы же это самое и предлагали. Еще предлагали администрации Обамы по некоторым вопросам договариваться. Услышали «да-да», а потом совсем за месяц до ухода администрации Обамы из Белого дома, ну все застряло. Теперь у нас заканчивается другой договор на СНВ-3. В феврале заканчивается. Но не хотят ничего делать, не надо. Но из этих бумаг мы увидели, что в целом есть желание вернуться к этим вопросам. Ну, это же каждый из этих вопросов – это отдельное направление, очень серьезное. Мы, безусловно, готовы к этому серьезному обсуждению. И на следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву. Да, пожалуйста. Ольга Матвеева, радиостанция «Маяк» и Вести ФМ. В продолжении вопроса коллеги, скажите, пожалуйста, кто будут главные переговорщики с российской стороны? И еще были сообщения о переговорах в Абу-Даби. Там что происходит, параллельный процесс? И можете рассказать, кто там разговаривает с кем и что там вообще происходит? Спасибо. Ну, кто является переговорщиком с российской стороны, это очевидно. Министерство иностранных дел. Ну, когда вот сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения. Министерство иностранных дел с нашей стороны, со стороны администрации, это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента, он этим занимался с самого начала. Вот. Ну, по текущим делам, для того, чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже мой помощник Юрий Викторович Ушаков. Он на связи с американскими коллегами, но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать, ну и отчасти администрация президента. Это же большой, очень большой комплекс вопросов, которые надо обсудить и зафиксировать, и грамотно прописать, и точки над «и» расставить. Вот, поэтому вот таким образом, я думаю, ну, не думаю, а по-другому и не делается никогда. Что касается Абу-Даби, да, я слышал какой-то шум такой информационный по этому вопросу, но там ничего такого необычного, ничего секретного тоже не произошло. Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными. И площадка Абу-Даби для этого активно используется. Мы очень благодарны президенту Объединенных Арабских Эмиратов за предоставляемые нам возможности. Благодаря его усилиям на родину у нас вернулось много сотен наших ребят, наших героев. Ну вот по инициативе украинской стороны вот такая очередная встреча была намечена и состоялась в Абу-Даби. С нашей стороны на ней присутствовал один из руководителей ФСБ России. Вот на этой встрече, на эту встречу, значит, пришел и представитель администрации США. Для нас это было несколько неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов. Вот. Вступил в контакт с представителем России, ну и задался вопросом о том, что, может быть, не стоит ждать следующей недели для продолжения контактов, а провести встречу в Москве уже на этой неделе. Ну, я об этом узнал только тогда, когда самолет приземлился в Бишкеке. Но тем не менее, сказал, что мы готовы, пожалуйста, в любое время. Вопрос настолько важен для всех и для нас,
что в любое время, дня и ночи, прилетим. Вот сегодня вечером вернемся, прямо в четверг можно, в пятницу, в субботу, в воскресенье, когда хотят. Вот. Но договорились о том, что мы определимся, и администрация президента США определится, кто и когда должен приехать. Вот последняя информация вчера была до меня доведена, что президент Трамп принял решение, что все-таки, как и договаривались ранее, ранее была такая договоренность, встреча предлагается американской стороной в Москве на следующей неделе. Пожалуйста, мы всегда открыты. Ну а кто будет представлять США с американской стороны? Ну это уже, конечно, должен определить президент Соединенных Штатов. Поэтому мы их ждем в первой половине следующей недели. Да, пожалуйста. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, вы будете стоять на том, что территориальный вопрос, прежде всего в части Донбасса, должен быть решен здесь и сейчас и навсегда? Или согласились бы отложить его, так сказать, до лучших времен? И, если позволите, еще один вопрос. Вы согласились бы вернуться в J7, в мировую восьмерку, как предусматривает один из вариантов плана мирного урегулирования, то есть ко всем вот этим людям? Значит, что касается G7 или G8, мы туда не просились, нас туда когда-то пригласили, и мы там работали. Это такая площадка для согласования некоторых позиций. Должен сказать, что, вы знаете, обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить. Вы не заметили? Да. Ну, вот. Поэтому, когда события на Украине начались, сказали, ну вот мы вас там не ждем, ну и слава богу. Значит, а мы туда и там, я не помню, кто ездил, по-моему, представитель правительства поехал один раз, там еще. Вот. Я первый раз отказался, потому что это действительно, я ничего не придумаю, как раз это пришлось на момент формирования правительства после избрания президента, по-моему, в 2012 году. Но мы никогда не отказываемся от контактов. Мы всегда открыты для взаимодействия. Но, во-первых, нас туда никто не приглашает. Я никаких официальных приглашений не слышал, не получал. А во-вторых, мы знаем, как подавляющее количество участников этого объединения, так называемой «большой семерки», я уже сказал как-то раз, я не очень понимаю, почему «большой семеркой» называют, и по количеству, и по территории, и по населению, и по вкладу в мировой ВВП, они все меньше и меньше. Но неважно, это все равно важно, и наши партнеры. Вот. Ну, в сегодняшней ситуации я не очень себе представляю, как мы будем с ними вот так взаимодействовать напрямую. Ну, просто вы сами представляете, нет? Ну, приехали, здрасте, и чего, будем, насупившись друг на друга, посматривать, что ли? Поэтому мне думается, что это должно привести к какой-то нормализации. Может быть, если мы реализуем вот все эти предложения, которые мы получили в рамках того списка, переданного нам американской администрацией, может быть, и сложатся какие-то условия для двусторонних или многосторонних контактов. Но пока говорить об этом рано. Да. Вы понимаете, вот я сейчас вот вам скажу очень коротко, мне кажется, будет сразу понятно, о чем идет речь. Значит, мы и до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Вот и все. Да, пожалуйста. Благодарю. Эдмунд Желбунов, телекомпания НТВ. Как раз вопрос о ходе специальной военной операции. Владимир Владимирович, продолжается ли сейчас позитивная динамика на фронтах? Если да, то по каким направлениям наиболее активное продвижение сейчас? Спасибо.
по всем направлениям сохраняется позитивная динамика. Более того, темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается заметно. Но вот я сейчас просто не хочу совершать какой-то ошибки такой по количеству километров, но из месяца в месяц количество, так скажем, возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается. То есть темп движения войск увеличивается. Но самая, на мой взгляд, главная проблема для противника заключается в том, что у них растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения. Вот в октябре, по-моему, 47 тысяч с лишним у них было потерь. 47,5 тысяч. Они набрали по мобилизации, по насильственной мобилизации, на самом деле, где-то 16,5 тысяч и где-то около 14,5 или 15 вернули из госпиталей. Но если все посчитать, точно с десятыми долями, то минус получается 15 тысяч. А в предыдущем месяце минус был 10 тысяч. То есть разрыв постоянно увеличивается. И к этому надо добавить еще и дезертиров. Дезертирство очень большое, и оно, это видно не только из наших средств массовой информации, из сообщений Министерства обороны, это видно и из западных средств массовой информации. Удержать это практически невозможно. Поэтому с этим уже вряд ли что можно поделать, что называется. Поэтому динамика положительная по всем направлениям. Да, пожалуйста. Егор Пискунов, телеканал «Арти». Спасибо большое. Владимир Владимирович, слышали ли вы, знаете ли вы про сливы телефонных разговоров Юрия Ушакова, Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева? Что вы об этом думаете? На Западе это сейчас очень такой разгорающийся скандал, особенно во многих западных СМИ. И на Виткова сейчас идет настоящая атака. Вот что вы об этом думаете? Спасибо. Знаете, что касается этих сливов, это, может быть, фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание подслушивать, у нас, во всяком случае. Подслушивать нельзя. Потом их некоторых, может быть, как у нас, знаете, шутят. Поставили подглядывать, и они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом. Вот. Но и подглядывать-то надо уметь. Сейчас объясню, что имею в виду. Вот я не знаю сути этих прослушек, сути этих сливов. Вы понимаете, видите же, да, мы утром встаем здесь, с утра до вечера, вот сразу я после окончания всех мероприятий к вам пришел. В чем там, на мой взгляд, проблема, по большому счету? Дело не в нас. Дело в том, как идет борьба различных мнений у коллективного Запада и в самих Соединенных Штатах по поводу того, что же происходит и что нужно делать для того, чтобы прекратить войну, прекратить боевые действия. Вот мы встречались с господином Уиткоффом перед Анкориджем, да? А потом я посетил Аляску, и были проведены определенные переговоры. В целом, вот я хочу подчеркнуть, в целом у меня сложилось, во всяком случае, мнение. У нас было понимание, где мы находимся и что надо было бы сделать, чтобы прекратить эти боевые действия. Потом мы разъехались, поскольку и мой коллега, президент Трамп, и я, мы сказали, нам нужно вернуться в свои столицы, подумать, проконсультироваться со своими аппаратами, с министерствами, ведомствами, с союзниками. А после этого договорились продолжить дальше. Лавров и Рубио встречались в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. В целом так, в общем, поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и
и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало. То есть мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против 2 наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то? Вот. Поэтому обвинять господина Уиткофа в том, что он уж больно, значит, любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Ну, мы с ним говорили, встречались, повторяю, на Аляске, а потом бум, при полном здоровье нарождающихся новых отношений, санкций, которые разрушают наши отношения, безусловно, так? И на самом деле, ну, в общем, повторяю, для нас непонятно, что это за знак такой. Это первое. Второе. Господин Уиткоф едет, судя по всему, в Москву по поручению президента Трампа для того, чтобы вести с нами переговоры. Но было бы, наверное, удивительно, если бы он в разговорах с Ушаковым обругал нас нецензурной бранью, значит, что-то сказал в высшей степени нелюбезное, а потом приехал и попробовал наладить с нами отношения для улучшения своих переговорных позиций. Но это же бред. Но я уже не говорю, что господин Уиткоф, судя по всему, он интеллигентный человек. Он же должен создать какие-то условия для межличностного общения, это понятно. Ну и, наконец, самое главное. Все-таки я знаком с господином Уиткофом вот на протяжении нескольких месяцев, а его дружба с президентом Трампом продолжается уже многие-многие годы, может быть, десятилетия. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог, он непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков друг друга, как интеллигентные люди, но каждый защищает свою позицию. И господин Уиткоф защищает позицию, повторяю, Соединенных Штатов и интересы Соединенных Штатов так, как он их видит. И как видят те люди, которые делегируют его для переговоров с Россией. Это люди, это не только президент Трамп. Мне кажется, что это и люди из военной среды, из дипломатической, из административных органов США в широком смысле этого слова. Да, пожалуйста. Газета «Ведомости». Сейчас в Европе снова активизировались разговоры о конфискации российских активов. Хотела спросить, какой будет ответ России на это? И вот согласны ли вы со словами Виктора Орбана, премьера Венгрии, о том, что вот он говорил, что конфискация может привести к юридическим тяжбам, множеству исков и краху евро? Ну, Венгрия является членом ЕС, и поэтому премьер-министру одной из стран ЕС виднее, как это может отразиться на европейской валюте. Ясно, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет. А на фоне сложностей в экономике, где локомотив европейской экономики, экономика Германии, уже 3-й год пребывает в рецессии, это, конечно, будет, мне кажется, непростым испытанием. Правительство Российской Федерации, по моему поручению, вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет. И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности. В этой связи, конечно, у меня возникает вопрос, кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров. Просто мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве. То ли они это от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае, и то, и другое воровство.
Мы так и относимся и готовим ответные меры. Ну а какие это правительство позднее обнародует, если это произойдет? Владимир Владимирович, можно? Да, пожалуйста. Антон Верницкий, Первый канал. После того, как Дональд Трамп допустил испытание ядерного оружия Соединенными Штатами, вы на Совете Безопасности дали поручение ведомствам и спецслужбам проработать вариант целесообразности испытания ядерного оружия в России уже. Есть какое-то уже окончательное решение? Если есть, то какое? Если его нет, когда оно может быть? Спасибо. Я поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны, проанализировать ее и представить мне предложение о том, что мы должны делать в этой ситуации. Но одно из предложений, которое к нам поступило, это как раз и поработать совместно на эту тему. Так нам кажется из того, что мы видим. И мы готовы вместе с американской администрацией подумать по всем вопросам, касающимся стратегической стабильности. Это может быть в ближайшем какой-то на переговорах в Москве на следующий Да, день? если это возникнет, да, и, собственно, даже не возникнет, мы, конечно, поставим этот вопрос, потому что, ну, разумеется, и в США это понятно, и для нас это ясно. Подготовка к реальным испытаниям ядерного оружия требует времени, и мы, конечно, не можем оказаться в ситуации, когда в США это испытают, а мы еще 1,5 года будем к этому готовиться. Но, разумеется, мы должны же об этом подумать. Не мы об этом сказали, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. И уверяю вас, мы будем готовы. Предлагается уже завершить. Можно? Давайте заключить. Да, пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Александр Юнушев, Лайв. Сейчас с вами в этой поездке нет министра иностранных дел Сергея Лаврова. Хотя он не... Вы соскучились? Немного. Хотя он не в отпуске. Он вообще 2 недели уже не появляется на ваших международных визитах. СМИ пишут, что он попал в опалу якобы за неудачный разговор с Рубио. Что скажете? Да, не чушь это какая-то. Ни в какую опалу не попал. Ну, у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время он этим и занимается. Готовится ко встрече с американскими партнерами. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Владимир Владимирович, агентство ТАСС. Позвольте вернуться к мирному плану. Складывается впечатление, что западная сторона предлагает такие скорые, быстрые встречи, настаивая на них, как будто бы несколько давит на Россию, на вас в частности. Понятное дело, что все хотят побыстрее добиться мира, но кажется, что такие вопросы не терпят суеты. На ваш взгляд, нет ли риска, что если договор будет состряпан на коленке, шит белыми нитками, возникнет соблазн впоследствии как-то его интерпретировать достаточно вольно. А вы сейчас сказали, что там каждое слово требует обсуждения. Сколько вообще времени это займет? Ну, я специально обратил на это ваше внимание, на то, что вопросы, каждый из вопросов, который изложен в тех списках вопросов, которые нам переданы, имеет очень важное, если не сказать, каждый из них ключевая тема, понимаете? Поэтому это требует серьезной проработки. И, наверное, некоторые из наших партнеров стремятся к решению этих вопросов как можно побыстрее. Ну, почему? Мы вот уже спрашивали меня здесь, коллеги, по поводу того, что происходит на линии соприкосновения. Спрашивали по позиции американских переговорщиков. Ну, что происходит? Вот смотрите, ну, я, допустим, в Купянскую сейчас вернусь, да? Ну, начнем с зоны ответственности нашей группировки «Центр». Там основные мероприятия проходят где? На красноармейском направлении и вокруг города Димитров. Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена, она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению. А дальше что? Если на карту посмотреть, посмотреть, взгляд перевести на карту по восточной, северо-восточной, там дальше Комсомольск, да? Значит, а севернее Комсомольска Купянск, Славянск, еще чуть по севернее, северо-восточнее Северск. В
в Комсомольске внутри города идут боевые действия. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками. И продвижение идет дальше. Что касается Северска, который туда, вот я сказал, на северо-восточнее находится, наши войска подошли к этому городу с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия. Из, по-моему, там 8 тысяч зданий, 1700 в наших руках. И вы понимаете, если с севера подошли, с юга, с востока, ну, к чему там все идет-то? Вопрос такой очень непростой для украинской стороны, для украинских вооруженных сил. Значит, если на север посмотреть, город Северск, из 8 тысяч зданий, из 8 тысяч, по-моему, да, вот я сказал, в Северске, из 8 тысяч 1700. А дальше на север, если посмотреть, там группировка Север у нас работает, да? Волчанск. Он почти полностью в наших руках. Это на Харьковском направлении. Теперь посмотрите, что происходит в Запорожской области. В Запорожской области выстроенная противником за 10 лет, с 2014 года еще, начали заботиться об этом, а потом ее укрепили. Укрепрайон, против которого стоит наша группировка Днепр. Ну, укрепрайон серьезный, и наша группировка Днепр там работает. На некоторых участках, благодаря героизму наших ребят, пробивают оборону на важных участках. Но дело даже не в этом, а дело в том, что другая наша группировка, Восток, проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области, на границе Запорожской и Днепропетровской областей. И идет, повторяю, очень быстрыми темпами. Уже подошли к городишку, там Гуляй-Поле. Это важный логистический пункт. Где-то подошли на 1,5-2 километра уже к Гуляй-Полю. Возьмут они его сейчас в ближайшее время или нет, но они точно пойдут дальше. Что это означает? Это означает, что войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке. И вот здесь и кроется различие между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным. Кому-то хочется верить, что тот же самый Купянск, 4 ноября, напомню, глава киевского режима сообщил о том, что он через 5-7 дней будет в руках ВСУ находиться. Сейчас, как известно, группировка противника там полностью ликвидирована, город полностью в наших руках, а на левом берегу реки Оскол заблокированы еще 15 батальонов, это 3500 человек. И некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи. Это не шутка. Ну там же, представляете, 3500 человек забросать там коптерами питание, значит, изнашиваемое обмундирование, боеприпасы, ну это невозможно. Они в таком состоянии находятся уже, там, не знаю, не одну неделю. Это сейчас их практически закрыли целиком. Ну так вот, те на Западе, кто понимают, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее. И даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок.
потому что понимают, начнется сворачивание фронта на отдельных участках, и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность. Они потеряют наиболее боеспособные части, как это сейчас происходит в районе Красноармейска. И говорят: хватит вам, сохраните костяк вооруженных сил и свою государственность. Вот о чем надо думать, говорят представители этой точки зрения. А другие, которые полагают, что Купянск уже вернулся под контроль вооруженных сил Украины, настаивают на продолжении боевых действий до последнего украинца. Вот в чем разница подходов. И кто там нападает на господина Уиткофа, это вот представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги и продолжать боевые действия до последнего украинца. Но я уже публично выступая сказал, в принципе, мы к этому готовы. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Екатерина Лазарева, агентство УРАРУ. У меня продолжение. Агентство УРАРУ, Екатерина Лазарева. У меня продолжение вопроса коллеги. Вот если вернуться опять же к мирным планам, есть мирный план Трампа, есть альтернативный план Европы. А есть ли понимание, с кем говорить, договариваться и подписывать итоговые документы со стороны политического руководства Украины или, может быть, уже военного руководства? Вы знаете, подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Значит, я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус. Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной. Но мы же провели выборы. И президентские выборы провели, и провели выборы совсем недавно муниципальные и региональные органы власти. Мы же все это делаем, а они почему-то нет. Ведь как только будут заключены мирные соглашения любого характера, да, значит, боевые действия прекратятся, нужно сразу же прекращать действия введенного военного положения. А если военное положение будет отменено, надо сразу же объявлять о выборах. Но в условиях сегодняшнего дня действующему политическому руководству Украины трудно рассчитывать на победу без подтасовок. Ну, почти невозможно, я так думаю. Хотя, конечно, как Сталин говорил, не важно, кто там как голосует, важно, кто считает. И административный ресурс никто не отменял. Но все равно это сложная для них история. Но потом, после этого, нужно проводить референдум по всем территориальным вопросам. Так написано в Конституции. А потом референдум должен быть подтвержден Конституционным судом. А что происходит с Конституционным судом? Я тоже уже об этом говорил. Напомню, значит, когда от него политическое руководство от Конституционного суда требовало подтверждения полномочий президента, Конституционный суд не согласился. Вы понимаете, он уклонился от ответа. Ну, потому что в Конституции только один срок, 5 лет, все. До свидания. Продление не предусмотрено. Ну, сейчас можно вдаваться в эти детали, в закорючки там всякие юридические, но не предусмотрено продление. Даже в условиях объявления военного положения. Только Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного времени. Президент нет. Значит, он сам, как должностное лицо, не может подписать. Но потом надо подтверждение Конституционного суда. Но когда от Конституционного суда потребовали, чтобы он подтвердил полномочия, а суд отказался, знаете, что сделали? Не говорил я об этом или нет, но это смешно. Служба охраны перестала пускать его на рабочее место. Он пришел на работу, дверь тук-тук, ему говорят, пошел вон. И он, в конце концов, убежал за границу. Конституционный суд не работает. Председатель Верховного суда в тюрьме сидит за коррупцию. Те, кто занимаются коррупцией, самые главные коррупционеры, председателя Верховного суда посадили в тюрьму за коррупцию. Значит, за это время полномочия членов Конституционного суда истекли. Нужно избирать новых членов Конституционного суда. Это же целая процедура, вы понимаете? Значит, итак, как только отменяется военное положение, выборы президента надо провести, референдум надо провести,
Сформировать новый конституционный суд надо. Это начать и кончить. Никогда не закончится. Поэтому нам, по большому счету, конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно. Невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет, тот пускай ведет переговоры. Нам нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны основными международными игроками. Вот и все. И это имеет значение. Потому что одно дело решения признаны, так, и, допустим, там определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренности это будет нападение на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украину территорию. Это разные вещи, и поэтому нам, конечно, нужно признание. Но не от Украины сегодня. Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться с Украиной. Там здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу, достаточно много. Так, ну нам надо... Предлагается уже завершать. Заканчивать. Да. Давайте заключить. Ну, давай. Здравствуйте, меня зовут Кира Латухина, «Российская газета». Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот венгерские СМИ написали, что завтра в Москву прилетит Виктор Орбан, венгерский премьер-министр, для переговоров с вами. Вот, могли бы вы подтвердить, что такая встреча состоится и какова цель его визита? Спасибо. У нас есть контакты с венгерской стороной по поводу возможной нашей встречи, и мы всегда рады в России видеть любого из наших партнеров, в том числе, несмотря на их агрессивное поведение и европейских наших коллег, но тем более Виктора Орбана, мы знаем его позицию, она достаточно объективной является, на мой взгляд. И он как раз принадлежит к числу людей, которые видят реалии на земле, и, исходя из этих реалий, формулирует свою политическую позицию. У нас есть и двусторонние вопросы. У нас же в сфере энергетики очень большое сотрудничество. Я уже не говорю про атомную электростанцию ПАКШ. И там есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения. Это касается этих самых топлива для электростанций, потому что на той же Украине там использовали американское топливо. Но мы не против, но просто там эти твеллы пошли, начали эти трубы изгибаться. Вот, привело к аварийной ситуации. Поэтому здесь все надо как следует просчитать. Это серьезный вопрос. Ну и других много вопросов двустороннего характера. И если премьер-министр Орбан сочтет возможным принять наше приглашение, мы всегда ему рады. Постскриптум, давайте. Спасибо большое. Учитывая Вы же, по-моему, задавали какой-то вопрос. Да. Как вам не стыдно? Разрешите, Владимир Владимирович. Валентин Алфимов, «Комсомольская правда». Вы уже отчасти ответили на этот вопрос, юридический вопрос. Зачем к нему про Крым и Донбасс. Если не будет... В плане Трампа написано, что де-факто они признают якобы его за нами, но не де-юра. А как это? Как к юристу к вам обращаюсь. Как это де-факто, но не де-юра? Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Спасибо вам большое за то, что обратили на это внимание. Вы правы, это один из ключевых моментов. Да? Спасибо большое. Всего доброго.